Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом очень вкусных, нежных, слоеных круассанов на быстром и легком слоеном тесте. Не надо никаких долгих ожиданий, долгих раскатываний. Все очень быстро и просто. Этот простой рецепт позволит насладиться вам ароматными, свежеиспеченными круассанами с разными начинками по вашему вкусу. Уверена, они понравятся всей семье. И для рецепта мне понадобится сначала в теплом молоке разведу дрожжи. Добавляю 1 чайную ложку сахара от общего количества. Всыпаю дрожжи. Хорошо перемешиваю. Дам постоять примерно минут 5-7. Разбиваю в миску 2 яйца. Всыпаю сахар, соль. Добавляю экстракт ванили. Перемешиваю. Вливаю подошедшие дрожжи. Перемешиваю. И теперь постепенно просеиваю муку. Начинаю замешивать тесто. Добавляю растопленное сливочное масло. Хорошо все вымешиваю. Добавляю муку. Я сейчас добавляю всю оставшуюся муку. Посмотрите сейчас, какое у меня получилось тесто. Оно достаточно липкое, поэтому я добавляю сюда еще муку. Конечно, вы тоже должны смотреть по консистенции теста, так как яйца разные и мука также везде разная. Всего я добавила сюда 30 граммов муки. Сейчас я его домешу на столе. Вы видите, тесто как будто еще немного липкое, но я больше сюда муку добавлять не буду. Буду вымешивать тесто до тех пор, пока оно не перестанет приставать к столу и к рукам. Минут 5-7 вполне достаточно. Посмотрите, какое оно получается. Очень нежное, мягкое и вместе с тем достаточно эластичное. Подкатываем тесто в шар. Перекладываю в миску, которую я слегка смазала растительным маслом. Закрываю пищевой пленкой и отправляю на расстойку в теплое место примерно на 1 час. Тесто великолепно подошло. Достаю его из миски. Слегка обминаю и разделю на 6 равных частей. Каждый кусочек примерно по 180 граммов. Подкатываю их в шар. Закрою сверху пленкой и оставлю отдохнуть минут на 5. Я подготовила доску, можно взять какую-либо тарелку. Сверху застилаю ее пергаментной бумагой и слегка подпылю мукой. Стол подпыляю мукой. Выкладываю первый кусочек теста. Также его слегка подпыляю мукой и раскатываю в круглую лепешку. Лепешку приподнимаю и переношу на подготовленную пергаментную бумагу. Толщина лепешки получается примерно около 2 мм. Также заранее я достала кусочек масла из холодильника, чтобы оно было мягким. И хорошо сверху промазываю лепешку маслом, равномерным тонким слоем. Раскатываю следующий кусочек теста в точно такую же лепешку. Выкладываю вторую лепешку сверху на первую. Разравниваю. И теперь точно так же эту лепешку промазываю сливочным маслом. И таким образом я раскатываю остальные лепешки и промазываю их сливочным маслом, кроме последней. Я раскатала последнюю, 6-ю лепешку. Сверху ее подпыляю мукой, накрываю пленкой. И теперь все это тесто, все эти лепешки надо отправить в холодильник примерно на 1 час. Либо можно отправить в морозильную камеру примерно на полчаса. Тесто я достала из морозильной камеры.
Тесто вот таким образом немного застыло. Рабочую поверхность подпыляю мукой. Выкладываю лепешки, сверху также подпыляю мукой. Если образовываются где-то пузыри воздуха, их можно выпустить при помощи зубочистки. И теперь все раскатываю в большую круглую лепешку. Периодически тесто переворачиваю. Толщина теста должна получиться примерно полсантиметра. У меня получилась вот такая большая круглая лепешка, диаметр 57 сантиметров. Толщина примерно полсантиметра, может быть чуть-чуть больше. Теперь сверху я все смазываю сливочным маслом, тонким слоем. Разрезаю тесто на секторы. Теперь можно формировать круассаны. Для удобства тесто можно немного раздвинуть. Итак, беру кусочек теста. Вот таким образом его еще немного растягиваю. Растягиваю основание и вытягиваю немного в длину. И скручиваю круассан. Тесто я не прижимаю, очень легко все скручиваю. Формирую следующий. Противень я выстелила силиконовым ковриком. Можно также использовать и пергаментную бумагу. Сформированные круассаны закрываю сверху пленкой и оставляю на расстойке примерно на 30-40 минут. Тесто после холодильника холодное, и оно должно прогреться. Круассаны прекрасно подошли. Сейчас я их сверху смажу желтком с молоком, чтобы они получились румяные и красивые. И теперь отправляю все выпекаться в хорошо разогретую до 200 градусов духовку примерно на 20 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Если вы хотите выпекать сразу 2 противня с круассанами, тогда включайте режим конвекция. Вот такие шикарные булочки-круассаны получились. Как они красиво подрумянились. Они такие легкие, воздушные. Переношу их на решетку и оставляю остывать. По желанию эти круассаны можно наполнить любой начинкой. Один кондитерский мешок я наполнила клубничным джемом, второй кремом. При помощи китайской палочки я делаю вот такие отверстия и сюда уже наполняю или крем, или джем. Сверху круассаны присыпаю сахарной пудрой. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь на мой канал Люда Easy Cook, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.